Приветствую вас на канале Бурмикс, с вами дядя Миша. Друзья, сегодня будем готовить печеночный паштет. Вообще для печеночных паштетов очень нужен костный мозг. Но где же его взять-то? Ну нет у меня мозгов. Вот звучит как-то двояко, да? Наверное, надо как-то вырезать это. Но нет у нас на рынке мозгов. Что же делать? Но я нашел рецепт, в котором мозги не требуются. Опять звучит двояко. Ладно, ребята, готовим, будет вкусно. Поехали! Для этого рецепта мне потребуется куриный бульон. Потому в холодную воду я отправляю куриный скелет, добавляю морковку, лук и, конечно, соль. И варю бульон на среднем огне. Печень я начал подготавливать еще с вечера. Я ее тщательно промыл, залил холодной водой и поставил в холодильник. Я в этом рецепте использую свиную печень. На утро я еще раз печень промыл и теперь нарезаю печень средними кусками. Вот такими. Затем печень опять отправляю в холодную воду и опять-таки тщательно ее промываю. И оставляю в холодной воде, пока подготавливаю остальные ингредиенты. Морковку натираю на крупной терке. Лук нарезаю мелким кубиком. Свиное сало нарезаю средними кусками. Теперь на плите разогреваю глубокую сковороду и отправляю туда сало. Вытапливаем жир. Само сало не должно поджариться, а вот жир с него должен вытопиться. Когда это произойдет, добавляем к салу лук и морковь. Пассируем около 2-3 минут, добавляем печень, соль и сахар. И начинаем обжаривать печень. В процессе добавляем черный перец. Тушим печень до готовности. Готовую печень вместе с морковкой, луком и салом пропускаем через мясорубку. Добавляем в этот фарш топленое сливочное масло. И чтобы получить более тонкую текстуру, пробиваем погружным блендером. Пробуем на вкус. Если вдруг чего-то не хватает, обязательно добавьте. Я считаю, что здесь будет абсолютно не лишней копченая паприка. Я добавляю 1 чайную ложку. Тем временем сварился бульон, добавляем его в паштет для создания более нежной текстуры. И тщательно перемешиваю. Паштет готов, раскладываем его по баночкам. Банки у меня сегодня маленькие, 250 мл. Если вы готовите мало, то больше ничего делать не надо, просто поставьте в холодильник и наслаждайтесь вкусным паштетом. Но так как 6 банок мы за раз не съедим, нужно паштет стерилизовать. Потому раскладываем в чистые банки паштет, закладываем паштет по плечике банки. Плотно закрываем крышками и отправляем в автоклав. 6 баночек у меня уместились в один ряд. Закрываем автоклав. Догоняем температуру в автоклаве до 120 градусов и стерилизуем в течение 25 минут. Через 25 минут выключаем автоклав, даем ему остыть до 40 градусов и вынимаем наши консервы. Итак, у меня получилось 6 баночек объемом 250 мл каждая. Даем им полностью остыть и можно пробовать. Открываем паштет. Если вы собрались подать паштет на праздник, я вам очень рекомендую отварить куриные яйца, порезать их кубиком и смешать с паштетом. Обжарить хлеб, нарезать его на небольшие кусочки, сверху выложить эту паштетную массу с яйцом, украсить укропом и подавать. Это великолепнейшая закуска. Ну а если нет времени, то утречком просто открыть баночку, намазать этот паштет на хлеб и в принципе у вас завтрак готов. Смотрите, как он великолепно мажется на бутерброд. Запах, вкус, текстура этого паштета великолепны, так что берите рецепт в копилку. Побалуйте себя недорогим и очень вкусным блюдом. А я пока с вами прощаюсь. До новых вкусных рецептов. Пока! Бурмикс.